Сегодня мы поговорим о холестероле липопротеинах низкой плотности и его нормах для разных категорий пациентов с комментарием врача-кардиолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Для разных категорий пациентов свои нормы ЛПНП. Да, здоровый человек, не имеющий бляшек в сосудах, или же занимающих до 25% просвета сосуда, не болеющий гипертонической болезнью, сахарным диабетом, хронической болезнью почек, имеет низкий риск сердечно-сосудистых катастроф. Для данной категории лиц норма ЛПНП меньше 3 моль на литр, а холестерина 5 моль на литр. Вторая категория пациентов – категория умеренного риска развития сердечно-сосудистых катастроф. К данной категории относятся пациенты, имеющие гипертоническую болезнь с цифрами артериального давления до 180/110. Молодые пациенты с сахарным диабетом без осложнений, но при этом не имеющих остальных вышеперечисленных заболеваний. Для данной категории лиц норма ЛПНП меньше 2,6 моль на литр, а холестерина 5 моль на литр. Третья категория пациентов – группа высокого риска. Сюда относятся пациенты, у которых холестерин в крови больше 8 моль на литр, давление часто поднимающееся выше 180/110, давно болеющие сахарным диабетом с какими-либо осложнениями болезни, имеющие бляшки, которые занимают больше 25%. Но не более 50%. Просвета сосудов. Пациенты с хронической болезнью почек, у которых показатель ИСКФ. Скорость клубочковой фильтрации от 30 до 59 мл в минуту. Возможно, не имеющие вышеперечисленные заболевания, но курящие женщины старше 55 лет с давлением выше 180/110. Некурящие женщины старше 60 лет с давлением выше 180/110. Курящие мужчины старше 50 лет с давлением выше 160/100 и некурящие мужчины старше 50 лет с давлением выше 180/110. Для данной категории лиц норма ЛПНП меньше 1,8 моль на литр, а холестерина 4,5 моль на литр. И самая тяжелая категория пациентов, четвертая, это категория очень высокого риска. Сюда относятся пациенты с инфарктами, инсультами, установленными стентами или выполненным шунтированием, бляшками, занимающими больше 50% просвета сосудов, сахарным диабетом с поражением органов мишеней, пациенты с хронической болезнью почек, у которых показатель ИСКФ меньше 30 мл в минуту. Для данной категории лиц норма ЛПНП меньше 1,4 моль на литр, а холестерина 4 моль на литр. Исходя из исходных показателей холестерина и ЛПНП врачом и выбирается дозировка статинов. Я это рассказал, так как многие зрители задают вопросы, почему я говорю про разные показатели ЛПНП у пациентов, тогда как в анализах пишут референсное значение, предел нормы, до 3 моль на литр. Теперь и вы знаете, почему у разных категорий пациентов свои нормы ЛПНП. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!